Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре знаменитый БТ-7 артиллерийский, да, прям танк третьего левела СССР. А знаменит он пушкой своей, своими снарядами. А корпус, по сути, как и у БТ-2, БТ-5, обычного БТ-7. Вот, танк неоднозначный, заходит с киловичкам, которые умеют играть в упор. А в упор здесь приходится играть только потому, что на этой короткоствольной пушке с фугасницы, да, на фугасных снарядах, приходится играть в упор. Скорость полета снарядов маленькая, и поэтому только сблизи можно качественно. И то в картонные цели, в бронированные цели вы будете носить минимальный урон, учитывая, что фугас понерфили, все такое, сами понимаете. Вот. Предлагаю сейчас, у нас вообще полноценный обзор у нас как БТ-7, предлагаю уже отправляться посмотреть бронирование БТ-7 артиллерийский. Погнали. Итак, вот наш красавец, смотрим. НЛД 39, ЧК 38. Так, что-то как-то неправильно поставил. 46, а здесь почему меньше? Странно. Здесь больше. Здесь 41, краевые 55. Вот эти места можете отбивать разве что только пулеметные, обычные неголдовые снаряды. Пулеметные, одиночные пушки нет. 31, 21, 15. Тут где-то что-то 30 выскочил. Маска вот 205. Ха-ха-ха. Шутка 48. Ну, огромные башни. Брони по сути нету на танке. Боковая броня 19, и это говорит о том, что да, что-то может танковать от борта. Кстати говоря, если хотите драться в упор, можете поиграть где-то, найти позицию от борта, и он реально танкует. Вот вам подсказка, как играть на БТ-7 артиллерийском. Да. Давайте поглядим знаменитую его пушку. Фугасница 164 альфа на голдовом снаряде, 110 на обычном, 38 пробития на голдовом, 37 на обычном. Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем сюда засунули такую ББХу, которая, по сути, по бронепробитию хуже гораздо, чем голдовый снаряд, альфы в нем меньше. Он просто здесь не нужен. Ладно, пушка заряжается чуть меньше 5 секунд. ДПМ, посмотрите, какой для третьего левела. 2000. Не каждая восьмерка может таким ДПМом похвастаться. А у нас вот на третьем левеле 2000 ДПМ. Но попробуй его еще реализуй. 0,6 разброс на 100 метров. Время сведения такое, 2,4. Не так уж и быстро сводится. По оборудованию сюда ставим однозначно. Ставим турбину и просветленную оптику. И другое даже ничего не думайте ставить. Никакие приводы наводки вам сильно не помогут. По снарядам мы смотрели. 164 на голде. Вот. Условно голда, потому что цена 38, а здесь 30. Здесь такая голда. Условная голда, чуть-чуть дороже снаряд. По факту здесь голды-то и нету. Есть обычный бронебойный, есть осколочно-фугасный. Все. На этой пушке голды нету, голдовой. Вот. Скорость полета, обратите внимание, самое важное. 381 метр, что там, что там. Попробуй подвижить цели, постреляй. Хрен получится. Поверьте мне, никогда не угадаете, не предугадаете упреждение. Прям 100%. Это танк пробой в упор. По снаряжению ремка, аптечка, экипаж, 3 члена экипажа, первым командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым боевое братство. Дальше качайте, как показано в табличке. Вот. Давайте по огневой мощи посмотрим. УВНов у нас нету, минус 5, вы это должны запомнить. Свойц такое себе, разброс просто сумасшедший. Если стреляете на среднем расстоянии подвижной цели, в сочетании с скоростью полета и разброса, в жизни не попадете ни в один танк. Вот. По живучести 390, такой более-менее параметр, да. По скорости на турбине 55,6 вперед, то есть 51,6 без турбины, 22 назад, почти 40 лошадей на тонну. Очень бодрый, хорошо набирает свою максималку. По мобильности к этому танку никаких претензий. По незаметности, на самом деле, перк вот командир незаметности не вкачан, так было бы 30 неподвижный, где-то 23 в движении. Нормальный параметр. По обзору 339 метров. Как для третьего левела, конечно, чуть-чуть маловато. Не хватает каких-то жалких 30-35 метров. Ну да ладно, какой есть обзор.
Вот, давайте по плюсам и минусам. Танк, в принципе, все равно большой, как ни крути. Это минус. По его подвижности это плюс однозначный. По его пушке здесь и плюс, и минус. Для кого-то эта пушка будет плюсом, кто умеет в упоре играть, да, а для кого-то минусом, кто вообще только учится в танке. Вот, по обзору. Ни плюса, ни минуса, средний параметр, как и по незаметности. Вот. На этом все. То есть танчик играется только в упоре, грамотно. Можно закружить врага, надавать ему нашими фугасами в филению заднюю или боковую часть. Так что, ребята, думайте. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, что такое БТ-7 артиллерийский с современным рендером. Погнали. Так, попали мы к третьим левелам. У нас обзор боем танка БТ-7 артиллерийский. Прям танчик третьего уровня. Легкий. СССР. Да, танк у нас правильно играется непосредственно вблизи от врага, в упор, что называется. Да, у нас нет брони, но у нас сложная пушка, которая не может нормально дамажить на расстоянии. Поэтому нужно подбираться вплотную, засады, закружить врага, что-то такое. Но, блин, есть сложности, понятно. Будем сейчас как-то реализовывать эту машину. Покончим с ними! Так, за мной вообще поехали, вроде поехали. Хорошо, тогда на опережение. Ух, у них там БТ-7 артиллерийских сколько. Противник на 12 часов. Попал. Враги повсюду. Меня задели. Боль. Попал. Карму Оружие ударит. массового поражения. Ух, джедай едет. Попал. Да, с джедаем Враг будет уже сложно. близко. Это не наша тема. Мы ему ничего не сделаем с своим бронепробитием, надо валить отсюда. Прям, ну реально ничего не сделать. Да что ж такое, что за водитель такой пьяный? Ну просто нет никакого смысла здесь стоять, потому что ну реально. Это же джедай. Меняем фланг. Как все грустно. Враг уже близко.
А джедай едет и всех убивает. Не, ну тут бой из-за джедая только может быть проигрышным. Да. Он просто едет, всех убивает. Ну да. Сливной боец, к сожалению, дорогие друзья. В команде противника есть джедай. И это очень, очень прискорбно. Что я джедаю вообще ничего не сделаю. Я просто его пробивать даже не смогу вообще адекватно. Приближаются дроны. Скорость полет снаряда. О чем я и говорю. Враги повсюду. Было ваше, Поиграл. стало наше. Джедай еще может пофармить ФЦМ пак. Будет больше мишеней. А, у нас тоже джедай есть. Добром Ну это не я вообще кончится. дал, да. Давай, двигай. Вот это я дал. У Спустился. врагов подкрепление. Есть движение. Противник на 12 часов. Больше врагов. Враг уже близко. Попал. Да, надо захватывать. Вот так вот не получился реализовать. Будем вставать на захват. Захватчика будем брать. Они к нам уже не успевают. Это победа, победа захватом. Джедаи. Понакупают им, а потом как играть. Ладно, у нас 2 фрага, настреляли всего лишь 251, переигрывать не буду. Сразу честно скажу, реализовать этот танк на этой пушке очень сложно. Нужно уметь играть в упор.
Вот. И на самом деле реально сложно. Разброс вот этот прицела, вот это вот медленные снаряды, нужно постоянно думать, выискивать моменты. Это вам не на точной пушечке пулькать. Все, победа. Танк быстрый. Интересные снаряды фугасные, да, пробивать легкую бронированную технику. Но нужно уметь реализовывать. Вот. Аппарат, ну, нельзя сказать, что прям мега какой интересный, чтобы поиграть. Когда они только появились, был весь рендом усыпан в этих танках. Сейчас их уже очень мало в рендоме, потому что на них реально тяжело играть. Интересно, но тяжело. Если вы относитесь к таким скаловичкам, да, которые, ну, могут реализовать потенциал этой пушки, да, то этот танк для вас. Ребят, пишите свои комментарии, если у вас такой агрегат, заходит вам, не заходит. У меня на нем получалось и 1000 настреливать, но к сожалению, не в этот раз. Какое вы используете оборудование? Ставьте лайкосы, прожимайте лайки, да, подписывайтесь на канал. Вот. Танчику однозначно ставим плюс. Машина интересная. Погонять, проверить свой скилл на ней можно. Вот. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.